Приветствую вас на своем канале и предлагаю сделать кетлевку для шапки-ушанки. Кетлевки вот такой вот шапки-ушанки. Ссылку на мастер-класс этой шапки оставлю в инфобоксе, в описании под видео и в комментариях. Кетлевать буду пряжей Наку Супер Инжи, 4 номером спиц в 2 нити. Одну нить я беру изнутри клубка и другую возьму снаружи. Нужно делать набор сейчас с наружной стороны. Это можно делать и спицей, и крючком. Я, наверное, пока буду делать крючком. Находим срединную петлю. Так, вот она, срединная петля. Здесь мы добирали для затылочной части петли. Вот они, наборный ряд. А вот эти вот наборные петли. Вот в каждую петлю мы сейчас будем входить. Подставляем нить. И начинаем набирать. Далее смотрим. Вот здесь изнаночный ряд. Вот в первую наборную петлю мы тоже входим, набираем. Так, поднимаем петли. Из каждой петли вот лицевой ряд, в петлю входим. А заходим в сами петли уже. И поднимаем из них в каждую. Из изнаночной подняли. Теперь из лицевой. Снова из изнаночного ряда петлю. Из петли поднимаем. Из лицевой. Потом мы это все, конечно же, переносим на спицу. Спица у меня 4 размера. Далее можем продолжить также делать это спицей. Мы не заходим вот в этот край, мы заходим в сами петли. Из лицевой мы подняли. Теперь у нас изнаночная. Так, где становится непонятно, поворачиваем в другую сторону. Вот она, лицевая. Входим, чтобы было понятно, куда точно входить. Значит, здесь мы зашли в изнаночную. И теперь внимательно смотрим. Вот прям перемещаемся ровно прямо. Видим? Да, вот они наши были петли. И вот по этому же ходу мы пойдем, вот они лицевые, мы будем входить прям в каждую лицевую и поднимать вот здесь петлю. Не под кромочными. Тогда мы наберем петель меньше, стянем край. Вот мы сейчас подняли вот здесь петлю. Видите, да? Следующая прям за ней, вот она петля. Вот мы сейчас, лицевая, вот из нее мы сейчас и поднимаем петлю. Поняли, да? Вот прямо идем и поворачиваемся. И теперь из каждой лицевой, вот следующая лицевая, вот следующая лицевая, да? Внимательно смотрим. Следующая лицевая поднимаем. Прям из самих петель. Видите? Вот кромочные, а мы из самого ряда петель. Вот прям каждое следующее отверстие из него набираем. Каждое следующее отверстие из него набираем. Так, смотрим. Вот она, еще одна лицевая. Еще есть, есть. Вот видите? Вот лицевая, вот еще лицевая. Из нее поднимаем петлю. Да? Так, смотрим. Да, вот она. Подняли. И теперь разворачиваемся. У меня 100-сантиметровая леска сейчас, поскольку нам нужно поднять петли по всему периметру. Так, вот сейчас мы набрали петлю из последней петли лицевого ряда. Поворачиваемся сейчас. И теперь мы будем набирать точно так же из каждой петли. Вот из нее мы подняли, значит, смотрим следующая. Изнаночная, да? Вот она лицевая была, нам нужна изнаночная. Все, вошли в петлю изнаночную первую, подняли, вошли в следующую лицевую, далее в следующую изнаночную. Вот они изнаночные, видите, вот эта попурышка, вот она изнаночная петля, из нее поднимаем, и следующий лицевой поднимаем, и следующий, вот она изнаночная петля, вот из нее поднимаем. Вот лицевая, первая. Вот лицевую поднимаем.
Это наборный ряд, конечно же. Далее, вот она изнаночная, поднимаем. Далее смотрим, изнаночную подняли, лицевая. Не смотрим сейчас совершенно на шнурок. Поднимаем петли, независимо от того, что он есть или его нет. Только вот единственное определиться, где сейчас изнаночная. Так, вот она. Вот изнаночная. Зацепляем все время. Изнаночную подняли. Теперь вот лицевая. Вот она, видите? Лицевая. Поднимаем ее тоже. Далее следующая изнаночная. Поднимаем ее. Все видно, пряжа крупная, видно все и все понятно, я надеюсь. Так, далее последняя у нас. Мы из лицевой подняли, здесь должна быть изнаночная, вот она. И последняя лицевая, вот она. Из каждой петли мы поднимаем. Это, конечно же, петли наборного ряда. Это петли наборного ряда, но, естественно, мы смотрим по ряду, и лицевая, и изнаночная, поэтому я их так и называю. Так, поворачиваемся. Снова. Все точно так же. Мы опять используем лицевые петли. Вот прямо ряд лицевых петель. Вот одну мы уже взяли, теперь вверх пошли. Поднимаем. Вот прям в каждую лицевую петлю мы входим и поднимаем петлю. Ну, в общем-то, до конца вы так и наберете. Единственное, может быть, покажу еще здесь, но здесь, собственно говоря, тоже ничего сложного. Вот когда к козырьку подойдем. Так, мы подошли вот к переходу на козырек. Вот начинается сейчас козырек у нас. Вот смотрите, мы набрали из лицевой, смотрим, где они заканчиваются. Вот еще одну наберем, одну лицевую. Одну из лицевого ряда. Вот посмотрите, как получается на ушке, как выглядит тот ряд, из которого мы набирали. Выглядит аккуратно. Вот набрали из этой петли. Всегда вот вы просто подставляете друг к другу и смотрите. Вот составили мы вместе козырек. Вот видите, вот петля, из которой мы сейчас подняли. Значит, нам где-то нужно сейчас, вот она, изнаночная. Изнаночную мы подхватили. И теперь поворачиваемся на козырек. Это кромочные. Кромочные мы не трогаем. Мы заходим в лицевые. И пошла следующая лицевая. Вместе их подставим. Вот она, изнаночная. Значит, заходим в следующую лицевую. Вот в эту лицевую. Они должны быть против друг друга, напротив друг друга. Рядом соседние. Зашли в лицевую, и теперь просто каждую следующую лицевую, в каждую следующую лицевую заходим, поднимаем петлю. Заходим, поднимаем петлю. Продолжайте так дальше. Хочу заострить ваше внимание. Вот смотрите, мы набрали из лицевой, видно, ряд лицевых. Если у вас сомнения по поводу изнаночной, куда вы входите, правильно или нет, вошли, разверните. Видите? Вот она первая из ряда лицевых. Вот она первая наборная петля. Вы сошли правильно. Все, и набираете ее. Это что касается изнаночных. Подходим практически к концу. Вот смотрите. Внимательно, да? Вот у нас, вот смотрите, мы сейчас должны будем повернуть вот в эту изнаночную, из этой изнаночной, вот попурышка ее. Вот здесь вот наборная петля изнаночного ряда. Вот из этой петли мы должны будем поднять петлю. Значит, вот смотрим внимательно, где ее соседняя петля. Ее соседняя петля, вот она. Значит, мы поднимаем еще одну лицевую, ее соседнюю, вот этой изнаночной. И теперь переходим вот на этот ряд, и из изнаночной тоже поднимаем петлю. Из изнаночной так поворачиваем, если не уверены. Да, все правильно, видите? Зашли в изнаночную и поднимаем ее.
Если не уверены, просто поворачивайте и смотрите. Вы должны зайти в лицевую, самую первую. Все, и дальше продолжаем вот до конца. Вот последнюю из изнаночной петли я подняла. Следующая у нас лицевая. Все правильно, встретились мы как положено. Начало ряда маркер. И просто провязываем лицевой гладью. Я думаю, что примерно, наверное, 2 ряда, 3 я провяжу, 2-3 ряда. Так, вяжем по кругу, несколько рядов, 2-3, потому что нам нужно определиться, что нам делать вот с этими с шнурками. Так, значит, я провязала сейчас 2 ряда, вяжу сейчас 3-й ряд, подошла к шнурку. Хочу обратить ваше внимание, что справа на правой спице петли должны быть всегда расправлены. Вот здесь они могут быть собраны, поэтому продвигаем их для того, чтобы нам не стянуть край, вот, чтобы здесь и протяжки, и петли были ровненькие, как нужно. Значит, я подошла к шнурку. Что мы сделаем для того, чтобы оставить для него отверстие? Вот смотрите, шнурок напротив, вот прямо напротив него оставляем 4 петли. 4 петли, останавливаемся здесь. Мы 2 петли провязываем за переднюю стенку лицевой вместе с уклоном, соответственно, вправо. Далее мы перекидываем вот сюда шнурок и набираем 2 петли. Вот таким образом. 1, 2. Добрали 2 петли. И теперь вот следующие 2 петли мы поворачиваем правой стенкой назад и вместе провязываем лицевой за задней стенки, то есть с уклоном влево. Таким образом мы оставили отверстие для шнурочка. Так, и все, и дальше продолжаем точно так же. Вот сейчас я заканчиваю 3-й ряд, провязываю еще 2. То есть получилось 2 с одной стороны, посередине, где шнурок, 1 ряд, и 2 с другой стороны. Итого 5 рядов. Заканчиваем. Так, я провязала 5 рядов лицевой глади вот этой бейки. И сейчас хочу удостовериться, что мне хватит, чтобы вот завернуть ее и прикетлевать без проблем. Потому что здесь вот проблем не будет, а вот здесь у нас толстовато на ушке, помните, да? Здесь вот кромочные полностью остались и полпетли. Я боюсь, что не хватит. Так что я провязываю сейчас еще 1 ряд лицевой глади. Так, по поводу ушка. Я надеюсь, вот здесь вот, в этом отверстии проблем не было. Вот у этих набранных петель мы провязали их за переднюю стенку лицевыми. Помните, да, что мы для отверстия добирали 2 петли. Мы их просто провязали за переднюю стенку лицевыми петлями и провязываем точно так же дальше лицевой гладью. Вот сейчас я вяжу 6-й ряд лицевой глади и начнем кетлевать. Так, вот сейчас 6 рядов. Снова контролирую. Сейчас вот должно уложиться прям тютелька в тютельку. Ну, надеюсь, да. Значит, сейчас кетлевать я буду делай кетлевочный шов только 1 нитью. Сейчас я выберу себе удобную, которая изнутри клубочка. Так, отрезанную нить я подвязываю вместе. Вот начальный хвостик у нас остался. Прям близёхонько друг к другу. И потом спрячем все в кетлевку. Вот видите, вот эти протяжки из наборного ряда. Белые нити. Их очень хорошо видно, вы их не потеряете. Вот поднимаем 1, закидываем на спицу. И вместе провязываем лицевой вот этой вот 1 нитью. Я провязываю. Вы можете действовать 2, если у вас было. Ничего не меняя, прям так и кетлевать. Я провязываю 1. Далее поднимаем следующую такую же протяжку. Закидываем ее на спицу и провязываем вместе лицевой. И протягиваем через предыдущую петлю.
Делаем то же самое. Поднимаем эту протяжку, закидываем на спицу, провязываем вместе лицевой и протягиваем через предыдущую петлю. Слишком не стягиваем, чтобы вот здесь у нас не перетянулось все. Поднимаем дальше. Можно вот так сложить, чтобы они ближе друг к другу были. Прям вот так вот. Поднимаем. Закидываем на спицу. Провязываем вместе. Предыдущую сверху. Вот эти вот петельки слишком не затягиваем, чтобы нам не стянуть край. Делаем то же самое. Поднимаем на спицу и вместе провязываем сверху предыдущую. Получается, что у нас вот кетлевочный шов, он идет прям по самой бейке, да, по белому, а не по полотну. И так продолжаем дальше. По всему периметру мы делаем одни и те же движения. Поднимаем протяжку, закидываем на спицу, провязываем лицевой, сверху предыдущую петлю. Так, давайте вот, видите, посмотрим, что образовывается. Идет у нас шов кетлевочный прям по самим петлям сверху. Так он менее заметен, поскольку разного цвета у нас пряжа, кетлевание и основное полотно. Вот чтобы меньше его было заметно, этот шов, я делаю его вот таким способом. Сейчас я закончу, посмотрим, что получится. Вот при этом способе вот эти вот протяжки, они, видите, вот так подтягиваются, и их уже не видно. Учитывая, что вот шов кетлевочный идет прям по тому же цвету, что и сама бейка по белому, в общем-то, и это в таком случае не так сильно видно. Для кетлевки другой пряжей, вот я посчитала, что так лучше всего подойдет. Так, у меня осталось 2 петли на спице. И смотрим, протяжка, 1, 2 и 2 протяжки. Все полное соответствие, значит, нигде не ошиблась, все хорошо. И делаем то же самое. Поднимаем протяжку, провязываем вместе, накидываем петлю, последнюю протяжку. Так, а вот сейчас надо посмотреть, видите, у нас остались ниточки. Ну, попробуем сейчас провязать, а потом их спрятать. Так, оставим вот эту петлю на спице сейчас и заправим внутрь все оставшиеся нити, только сделаю их покороче. Так, вот таким образом можно подальше. И теперь у нас, видите, тут немножечко остались вот такие протяжки в начале ряда. Мы возьмем первую петлю, которую мы закрывали. Так, вот она. Вот таким образом вместе их одну через другую протягиваем. И еще раз друг через друга сделаем петлю. Все, обрезаем. Эту петлю, эту нить мы тоже протягиваем внутрь. Вот так вот выглядит кетлевка на козырьке. Вот с обратной стороны.
Если вы будете делать набор изнутри, вы получите то же самое, вот, что с обратной стороны. Если вы хотите делать, то есть нужно будет набирать петли тогда с внутренней стороны. Вот так вот выглядит петлевка на козырьке. Вот посмотрите с другой стороны, как выглядит. Вот внутренняя сторона ушек. Значит, я немножечко расскажу о нюансах. Значит, в уголках я очень-очень туго закрывала. Вот петлевочный шов, прям очень-очень туго их подтягивала. И вот в этих уголках я тоже очень-очень туго закрывала, вот делала закрытие, очень-очень туго, вот именно в уголках. Ну, естественно, и вот в этих местах тоже. Надеюсь, это видео было вам полезным. Ставьте, пожалуйста, лайк, не забывайте. Канал «Вяжу вместе с Мариной». Всего доброго!